Привет! Один мультфильм, который скрасил детство миллионов людей, это мультфильм «Мадагаскар», повествуя о жизни животных вне зоопарка. Всего было снято 3 полнометражных мультфильма, а также несколько мультсериалов и спин-офф про пингвинов. Именно сегодня в ролике я и расскажу и покажу все игры по этому мультфильму. Присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну, поехали посмотрим на все эти игры. На это погляди. Мадагаскар. Игра вышла в 2005 году, как и сам мультфильм. Была разработана компанией Toys for Bob, которая разработала такие игры: Crash Bandicoot, Скайлендеры Гиганты, 102 Далматинца, Щенки спешат на помощь. В целом сюжет игры повторяет сюжет, который был в самом мультфильме. Лев Алекс, Зебра Марти, Жираф Мелман и Бегемотиха Глория сбегают из зоопарка и попадают на остров Мадагаскар, где им предстоит не только начать новую жизнь, но и спасти его жителей. Эй, кто-нибудь? Марти! Мелман? Глория? Мамочка? Всего в игре 11 уровней, плюс 3 бонусных. Локации могут повторяться, но геймплейно они уникальны. Нам предстоит изучать представленную территорию, собирать монетки, проходить различные задания. Одни представляют собой веселые мини-игры на скорость и ловкость, а другие же сражения с врагами в открытую или в режиме стелс. У каждого персонажа есть свои уникальные способности. Например, Марти бьет копытами, умеет пригибаться и совершать рывок в воздухе. Алекс обладает ревом, может бить когтями и бросаться манго. Может совершать двойной прыжок, а если съест связку перца, сделает оглушительный рык, который убьет всех окружающих врагов. Глория вместо двойного прыжка совершает мощный удар об землю своей 5-й точкой. Может делать длинный рывок боком, съев перца, ускоряется, сбивая машины и некоторые препятствия, которые могут встретиться на пути. Мелман вместо двойного прыжка может долго парить, в том числе по воздушным потокам, обладая круговой атакой и ударом головой об землю. Шкипер прост, может скользить по земле и бить врагов. Если собирать монетки по всем локациям во время прохождения, их можно потратить в сувенирной лавке, прикупив бонусы, разную одежду для персонажей, а также 3 мини-игры. Это мини-гольф, шаффлборд и лемурский рев. Мадагаскар. Ребятам о зверятах. Это детская развивающая аркада, которая рассказывает о событиях одноименного мультфильма. В игре есть мини-игры, пазлы, головоломки, которые помогут развить внимание к деталям, реакцию и логическое мышление. Я думаю, с головоломками, мини-играми справится абсолютно любой, потому что особо сложных заданий там нет. Например, помочь Алексу расставить его предметы, помочь Глории, Мелману и Алексу спеть песню для Марти в его день рождения, разбить стены головой при помощи Глории и так далее. Мадагаскар 2. Экшен-приключения по мотивам мультфильма «Мадагаскар 2». Она так же, как и предыдущая, повторяет сюжетную линию оригинала. Наши герои, построив самолет, решают вернуться на родину, но в результате они терпят крушение где-то в Африке. Пытаясь починить свое транспортное средство, каждый герой находит для себя приключения. Геймплей, как и предыдущая часть, состоит из аркады и различных мини-игр, причем в этот раз вы можете самостоятельно выбирать, куда пойти, ведь в игре есть где разгуляться. Среди игровых персонажей вся та же любимая четверка: Алекс, Глория, Мелман, Марти, а также пингвины, король Джулиан и Морт. В свободном режиме вы можете менять героев, но при прохождении сюжетной линии, посвященных их историям, это делать нельзя. Игра во многом копирует первую часть, но появилось больше мини-игр, например, танцы, гонки. А изучать мир в свободном режиме даже будет интереснее, ведь нам нужно искать обезьянок рабочих для ремонта самолета. Как по мне, графика стала приятней, а звук и юмор остаются на таком же уровне. Я думаю, что это хорошая игра про Мадагаскар, которая понравится фанатам мультфильма. Мадагаскар Картинг. Это гоночная игра, в которую мы можем выбрать любого героя из Мадагаскара, и не только. Можно и посоревноваться как с ботами, так и с друзьями по интернету, или же за одним экраном до 4 человек.
Нас ожидают знакомые по мультфильму места, такие как зоопарк, Нью-Йорк, вулкан, Африка. По геймплею это стандартная аркадная гонка. Задача проста – прийти к первому к финишу, обыграв своих соперников. Конечно, гонка была бы скучной, если бы не различные бонусы, которые могут либо усилить, либо дать нам возможность навредить сопернику. На трассах также можно обнаружить и секретные пути. Игра про пингвинов из Мадагаскара. Короткий платформер, который больше похож на флеш-игру, нежели на полноценный проект. В игре нам предстоит выполнить 4 миссии в лице одного из 4 пингвинов, которые так полюбились нам, фанатам мультфильма. Можно выбрать любого бойца и отправиться выполнять задания. Геймплей сводится к истреблению всех врагов на уровне с использованием различного оружия. Лазер, ракеты. Причем персонаж постоянно движется вправо, и все, что остается игроку, это стрелять и стараться попадать во врагов, а также не пролетать мимо бонусов. Уровни отличаются только декорациями, и в финале нас ждет стычка с боссом. Пингвины Мадагаскара. Доктор Дыхало возвращается снова. Кто? Приключенческий экшен от третьего лица. Нам, игрокам, предстоит управлять всей четверкой, шкипером, Рико, рядовым, Ковальски, и выполнять разнообразные задания, суть которых сводится к решению головоломок и мини-играм. В процессе прохождения можно менять героев, а для решения задачи пригодятся их способности. На уровнях можно найти также монетки и другие предметы для коллекционирования. Мадагаскар 3. Аркадная игра по мотивам третьей части мультфильма, которую можно пройти вместе с другом. Здесь собраны лучшие элементы из предыдущих частей. Возможность управлять различными персонажами, интересные головоломки, большие локации, доступные для изучения, и наличие коллекционирования предметов. Пингвины Мадагаскара 2014. Последняя вышедшая игра по мотивам Мадагаскара, посвященная одноименному мультфильму про пингвинов. Это приключенческий трехмерный платформер, в котором предлагается преодолеть различные опасности, управляя одним из членов банды. Все в лучших традициях: аркады, решаем головоломки, прыгаем через препятствия, используем способности героев и не попадаемся на глаза врагов. Причем игровой процесс не надоедает и постоянно подкидывает интересные задачки. Еще одна хорошая игра, но, к сожалению, не на персональные компьютеры. Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Кому понравился ролик, поставь лайк, подпишись на канал, не забывай про колокольчик. С вами был Илья Тер. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Чокнулся?